Все мы в той или иной степени знакомы с кинематографом, и подавляющее большинство из нас очень сильно любит скоротать вечер после тяжелого рабочего дня за просмотром какого-нибудь интересного фильма или сериала. Послевкусие после просмотра той или иной картины у каждого человека остается разное. Например, некоторые из них оставляют после себя положительные и светлые эмоции, некоторые способны вдохновить нас на какие-либо свершения в нашей жизни, а иные не оставляют после себя абсолютно никаких воспоминаний и порой могут быть настолько некачественными, что заставляют нас пожалеть о том, что мы вообще потратили время на их просмотр. Но в этом выпуске речь пойдет не о них. Есть еще и другие разновидности фильмов, например, те, которые могут оказать на зрителя настолько гнетущее впечатление, что плохое настроение может сопровождать его еще несколько дней после их просмотра, и он, вероятнее всего, никогда в жизни не станет пересматривать их повторно. И здесь речь идет не о том, что эти картины были плохо сняты или в них был плохой сюжет или сценарий. Наоборот, эти фильмы могут быть довольно качественными. Тем не менее, их смысловое содержание порой может оставить в человеческом сознании очень мощный и мрачный эмоциональный след, который будет многократно усилен осознанием того, что этот фильм был вдохновлен событиями, которые произошли в реальной жизни. Сегодня речь пойдет как раз о двух таких кинокартинах и об ужасающих событиях, которыми они были вдохновлены. Это фильмы «Американское преступление» и «Девушка по соседству». Обе картины вышли в прокат в 2007 году. Фильм «Девушка по соседству» я впервые посмотрел примерно в 2008 году, и, положа руку на сердце, могу сказать, что если бы я не вел канал на эту тематику, и мне не было бы необходимо освежить о нем свои воспоминания, то я никогда и ни под каким предлогом не стал бы пересматривать его повторно. Дело в том, что в нем была рассказана история воистину бесчеловечного и мерзкого обращения с беззащитной юной девушкой, которую на протяжении продолжительного времени жестоко истязали и подвергали побоям, а также морили голодом и жаждой, что впоследствии привело к ее трагической смерти. Сразу предупрежу вас о том, что в этой истории есть довольно мерзкие моменты, так что рекомендовать вам взять себе что-нибудь поесть перед просмотром я не стану. Для особо впечатлительных людей я обозначил тайм-кодами те моменты, которые могут вызвать далеко не самые приятные ощущения. Еще я могу с полной уверенностью сказать, что это история о вопиющей несправедливости, которая может иногда происходить в нашем мире. В этой истории несправедливо абсолютно все, начиная с того, насколько мерзко и жестоко так называемые люди могут поступать с теми, кто не в силах за себя постоять, заканчивая тем, насколько легкое и незначительное наказание они могут за это понести. Посмотрите это видео до конца, и вы сами в этом убедитесь. Перед тем, как перейти к событиям, произошедшим в реальности, я вкратце расскажу вам про оба вышеназванных фильма. Они были основаны на деле об убийстве Сильвии Лайкинс, которое было совершено в 1965 году Гертрудой Банишевской, ее детьми и их друзьями. Если быть точнее, фильм «Девушка по соседству» был снят по мотивам одноименного романа Джека Кетчума, который, в свою очередь, был основан на реальной истории зверского убийства обычной и довольно милой 16-летней девушки. Данное преступление получило очень широкую огласку в США и впоследствии было названо худшим преступлением против человека в истории Индианы. Режиссером данного фильма выступил Грегори Уильямс. В его послужном списке, кроме данной кинокартины, присутствует всего 2 фильма, о которых я ничего не знаю. По сюжету, Дэвид Моран, от лица которого велось повествование в начале и в конце фильма, в своей юности познакомился с Мэг Лолин. Она, после гибели своих родителей, вместе со своей сестрой Сьюзен, переехала к своей тете Рут Чендлер. Последняя явно не была рада их присутствию в своем доме и постоянно оскорбляла девочек, а старшую, Мэг, морила голодом, ссылаясь на то, что ей якобы нужно похудеть. Вскоре, после мелкой ссоры между Мэг и родными детьми Рут, жестокая тетя связала девушку и заперла ее в подвале, где продолжала морить ее голодом, а также начала издеваться над ней физически. Все ее дети, а также некоторые их друзья, принимали активное участие в этих бесчеловечных развлечениях жестокой садистки. Дэвид испытывал симпатию к Мэг, но был слишком сильно напуган для того, чтобы рассказать об этом своим родителям. В итоге, из-за своего желания помочь девушке, он и сам вскоре оказывается связанным в этом же подвале. Несмотря на то, что ему удалось привлечь внимание полицейских, девушка в итоге умирает. Первый просмотр этого фильма примерно 15 лет назад действительно испортил мне настроение примерно на 2-3 дня. Возможно, здесь свою роль сыграл мой тогда еще слишком юный возраст. Возможно, очень сильно развитая эмпатия и крайне негативное отношение к тем моментам, когда кто-то издевается над беззащитными людьми. А может быть, очень хорошая игра актеров, исполняющих главные роли. Но, скорее всего,
Все вместе взятое. Также свою роль здесь сыграли некоторые сцены, в которых было показано, насколько жестоко и бесчеловечно эта свора садистов обращалась с беззащитной девушкой. В мельчайших подробностях это показано не было, но осознание самого факта того, что происходило, очень сильно давило на психику. Кстати, повторный просмотр этого фильма тоже не оставил меня равнодушным. Я получил весь спектр тех же негативных эмоций, что и 15 лет назад, за исключением того, что в этот раз плохое настроение не сопровождало меня целых 3 дня после просмотра. Среди актерского состава, кстати, я не заметил ни одной звезды мирового масштаба. Тем не менее, несмотря на это, со своей работой все актеры справились отлично. Особенно мне запомнились Дэниел Манш и Блайт Оффорд, исполнившие главные роли. Также очень хорошо со своей работой справилась Бланш Бейкер, исполнившая роль жестокой антагонистки. Еще хочется выделить очень хорошее музыкальное сопровождение, которое усиливает восприятие всего того, что нам было в нем показано. Так что, если у вас есть желание ознакомиться с этой невероятно печальной историей и испортить себе настроение как минимум на несколько часов после просмотра, смело рекомендую данную картину к ознакомлению. Со вторым фильмом «Американское преступление» я ознакомился буквально за неделю до съемок этого выпуска, и он тоже оставил после себя далеко не самое положительное впечатление, несмотря на то, что снят он на довольно высоком уровне. Режиссером данной картины выступил Томми О'Хейвер. Он имеет уже более широкий послужной список. Тем не менее, с другими его работами я не знаком. Чего не скажешь про актерский состав. Главную роль исполнила тогда еще актриса Эллен Пейдж. В настоящее время она, а точнее уже он, носит имя Эллиот Пейдж. Также в этой картине снялись такие известные актеры, как Джеймс Франко и Эван Питерс. Фильм напрямую рассказывает о событиях, произошедших на самом деле. Имена основных действующих лиц не были изменены. Вообще про сюжет этой картины в подробностях я рассказывать не вижу смысла, потому что он почти полностью соответствует реальной истории, про которую я буду рассказывать буквально через пару минут. Из плюсов фильма хочу выделить очень хороший актерский состав. Со своей работой все справились на высоком уровне. Придраться могу только к Кэтрин Киннер, исполнившей роль Гертруды Банишевски, и претензии у меня не к ее актерской игре, а к попаданию в образ. Банишевски в реальности ничем даже отдаленно не похожа на эту актрису. Также стоит выделить неплохой сценарий и музыкальное сопровождение. Этот фильм лично я воспринял не так тяжело, как картину «Девушка по соседству», хотя, как я и говорил ранее, после его просмотра остаются только мрачное впечатление, и по своему содержанию он не менее жестокий. Так что смело могу порекомендовать его к просмотру всем любителям данного жанра. А сейчас пришла пора рассказать про реальную часть истории нашего сегодняшнего видео. К слову, некоторые события, произошедшие на самом деле, были куда более жестокими, чем то, что нам показали в фильмах. Сильвия родилась 3 января 1949 года и была третьим ребенком в многодетной семье Лестера Лайкинса и Элизабет Граймс, которую все называли Бетти. Помимо нее, в семье было еще 2 близнецов, 2 на 2 года старше ее и 2 на 1 год младше. Старших назвали Диана Мэй и Дэниел Кей, а младшим дали имена Дженни Фэй и Бенни Рэй. Младшая девочка Дженни во младенчестве переболела полиомиелитом и из-за этого передвигалась самостоятельно с очень большим трудом, поэтому Сильвия взяла на себя обязанности по уходу за ней. Как только заботливая девочка стала чуть постарше, она начала подрабатывать прачкой и няней. По описаниям людей, которые были с ней знакомы, это была обычная, очень добродушная и отзывчивая девушка, всегда готовая оказать помощь, если это потребуется. Как и многие представители молодежи той эпохи, Сильвия очень любила музыку группы The Beatles и сама увлекалась пением. Свое свободное время она довольно часто проводила за катанием на роликах. Отношения между родителями девочки назвать гармоничными не получится. Они довольно часто очень сильно ссорились и периодически то расставались, то сходились заново. К тому же им постоянно не хватало тех денег, что они зарабатывали. Таким образом, обстановка, в которой росли Сильвия и Дженни, была довольно неблагоприятной. Уже примерно к тому времени, когда девочке исполнилось 16 лет, она вместе с младшей сестренкой успела сменить около 14 адресов проживания. Дело в том, что ее родители, Лестер и Бетти, зарабатывали на жизнь, продавая напитки и сладости на различных праздниках и карнавалах. Им для этого постоянно приходилось ездить по всей стране.
особенно часто в летние сезоны. Своих сыновей Дэниела и Бенни они всегда брали с собой для того, чтобы те им помогали, а вот Сильвию с ее младшей сестрой они оставляли жить у различных родственников. В 1965 году Сильвия и Дженни жили в Индианаполисе вместе со своей матерью, которая на тот момент в очередной раз разошлась с их отцом. В тот же период девочки учились в школе Arsenal Technical. В июле 1965 года они познакомились и подружились с Паулой и Стефани Банишевски. После этого они иногда проводили время вместе и заходили к ним в гости. В тот же период времени мать девочек попалась на краже в магазине, из-за чего на некоторое время оказалась в тюрьме. Когда Паула узнала о сложном положении Сильвии и Дженни, то предложила им у них переночевать. На следующий день отец семейства Лестер решил их проведать, но обнаружил, что Элизабет находилась в месте лишения свободы, а девочки были в доме у семьи Банишевски. Об этом Лестеру сообщили их соседи. Прибыв туда, он познакомился с Гертрудой. У них завязался разговор, во время которого у одного из них возникла идея о том, что она может присмотреть за Сильвией и Дженни. Дело в том, что во время визита и беседы в окружной тюрьме отец и мать семейства Лайкинс вновь помирились и приняли решение отправиться в очередное путешествие по карнавалам Соединенных Штатов. Именно поэтому им было необходимо оставить своих дочерей под чьим-нибудь присмотром. Так, Лестер Лайкинс договорился с Гертрудой Банишевски, что она будет содержать их девочек в своем доме за $20 в неделю. Доподлинно неизвестно, осмотрел ли Лестер дом семьи Банишевски перед отъездом. Вполне вероятно, что он этого не сделал, так как при даже не самом тщательном осмотре он должен был бы обратить внимание на то, что этот дом был почти полностью лишен элементарных бытовых удобств. Там не было плиты для того, чтобы приготовить нормальную пищу. Тарелок и столовых приборов едва хватило бы на 3 человек, а кроватей было вдвое меньше, чем обитателей дома. Из продуктов в кладовой хранились только хлеб и крекеры, а сам дом был покрыт толстым слоем грязи и пыли. Позже в суде Лестер Лайкинс сказал о том, что он не любит совать нос не в свое дело, а перед отъездом дал Банишевски совет о том, чтобы она сильно не церемонилась с девочками, потому что их мать очень сильно их разбаловала. Сейчас мне хотелось бы вкратце рассказать про те немногие факты из биографии Банишевски, что нам удалось найти, а также осветить некоторые события в ее жизни, которые способствовали тому, что она превратилась в жестокую и хладнокровную убийцу. Она родилась в 1929 году в многодетной семье, в которой помимо нее было еще 5 детей. Она была 3-й по счету. О ее детстве практически ничего не известно, за исключением того, что она очень сильно была привязана к отцу, но имела холодные отношения со своей матерью. Эти отношения стали еще хуже в 1940 году, после того, как отец Банишевски умер на ее глазах от сердечного приступа. На тот момент ей было 11 лет. В возрасте 16 лет она бросила школу и вышла замуж за 18-летнего полицейского Джона Банишевски, от которого родила 4 детей. У Джона был весьма тяжелый характер, и он часто бил Гертруду за то, что она раздражала его. Несмотря на это, они прожили в браке 10 лет, прежде чем развелись. В течение года после развода она познакомилась и вышла замуж за некоего Эдварда Гатри, который развелся с ней спустя всего 3 месяца, когда ему банально надоело нести ответственность за ее детей. Вскоре после этого она восстановила отношения с бывшим мужем и снова вышла за него замуж. Они прожили вместе 7 лет, в течение которых Банишевски родила еще 2 детей. Затем они уже окончательно развелись в 1963 году. Когда Гертруде было примерно 37 лет, у нее завязался новый роман с 23-летним парнем по имени Деннис Ли Райт. Новый возлюбленный оказался схож по характеру с ее первым мужем Джоном. Он постоянно оскорблял ее и периодически избивал. Она дважды забеременела от него, но одна из беременностей закончилась выкидышем. По некоторым сведениям, это произошло из-за избиений со стороны Райта. Тем не менее, Банишевски родила от него 1 ребенка. За всю ее жизнь у нее было 6 выкидышей и родилось 7 детей. Вскоре после рождения самого младшего ребенка Райт ее бросил и исчез. Она осталась практически без средств к существованию. Гертруда была вынуждена содержать себя и 7 детей за счет периодических выплат алиментов от не самого надежного первого мужа Джона Банишевски. Также она по возможности брала себе случайные подработки в городе. Например, присматривала за детьми или стирала и гладила белье. Помимо плачевного финансового состояния у Банишевски были серьезные проблемы со здоровьем. Она была хронически больна рядом различных заболеваний. По разным данным, она страдала от депрессии, была больна астмой и бронхитом, очень много курила, а также перестала соблюдать правила гигиены и почти не ела.
В итоге эти факторы начали влиять на ее внешность, что привело к залысинам, запавшим глазам и очень истощенному внешнему виду. В свои 37 лет при обычном, не самом маленьком росте, около 168 сантиметров, она весила всего около 45 килограммов. Первая неделя жизни Сильвии и Дженни в доме Банишевски прошла относительно спокойно. Они посещали школу, подростковые и общественные мероприятия вместе с детьми Банишевски, ходили с ними в церковь, смотрели вместе телевизор и принимали участие в работе по дому. Однако уже на следующей неделе, когда от родителей девочек не пришла оплата, Банишевски устроила скандал, после чего выпорола их. Начиная с этого дня, Гертруда, несмотря на то, что деньги привезли на следующий день, стала обвинять девочек в кражах и прочих проступках. Вскоре после этого в город приехали Лестер и Бетси, чтобы навестить своих дочерей, но те не рассказали им о случившемся. Возможно, Банишевски смогла их запугать. На следующей неделе Сильвия и Дженни собрали пустые бутылки от Кока-Колы и сдали их, и на полученные деньги купили конфеты. Вернувшись домой, Гертруда обвинила их в краже. Несмотря на то, что Сильвия объяснила ей, откуда у нее взялись эти деньги, Банишевски все равно обвинила девушку во лжи и выпорола ее. Однажды Лайкинс во время одного из скандалов попыталась сместить фокус внимания Банишевски в сторону ее старшей дочери Паулы. Последняя состояла в романтической связи со взрослым мужчиной и забеременела от него. Этой информацией она поделилась с Сильвией, а та, в свою очередь, выдала ее Гертруде. Паула разозлилась и довольно сильно избила Сильвию за это. А сейчас будет довольно неприятный момент. Если вы что-то едите, лучше перейдите к следующей главе. Однажды дети Банишевски пришли к матери после церковного приема и сказали ей о том, что Сильвия там якобы не в меру сильно злоупотребляла угощениями. Гертруда сказала ей о том, что она может испортить свою фигуру, и заставила ее съесть хот-дог, наполненный огромным количеством приправ. Когда девушку вырвало, Банишевски заставила ее это собрать и съесть. Вскоре после этого ее родители снова приехали в город навестить девочек. Согласно указаниям Банишевски, Сильвия снова сохранила молчание и не сказала о том, что произошло. В августе того же года произошел случай, который послужил тому, что издевательства над Сильвией вышли на новый уровень. Гертруда якобы услышала от нее о том, что однажды она позволила мальчику потрогать ее в тех местах, которые трогать было запрещено. Банишевски вылила на девочку шквал непристойности и обвинила ее в том, что она проститутка. Остальным обитателям дома она сообщила о том, что Сильвия якобы беременна, потому что позволила мальчику облапать ее в интимных местах. Лайкинс даже сама начала думать о том, что она беременна. Тем не менее, дальнейшая экспертиза показала, что она осталась девственницей. Судя по всему, она просто ничего не знала о физиологии зачатия. Затем Банишевски несколько раз ударила девочку ногой в промежность. Когда после этого Сильвия попыталась сесть, Паула сбросила ее со стула и сообщила ей о том, что сидеть на стульях ей с этих пор запрещено. С этого момента она могла пользоваться стульями только с разрешения. Примерно в то же время Банишевски позволила своим старшим детям использовать Сильвию как живую игрушку. Игры варьировались от просто побоев до сталкивания с лестницы. Также Гертруда стала лгать соседским детям и друзьям своих детей о том, что Сильвия якобы распускает грязные слухи про некоторых из них, а также про их родителей. Излюбленным приемом у нее было наврать какому-либо ребенку о том, что Сильвия всем рассказывает про то, что его или ее мать является шлюхой. Эти дети, соответственно, не стеснялись за это избивать Сильвию. На следующий день, после того, как Банишевски ударила Сильвию ногой в промежность, по словам Дженни, в знак мести они вместе с Сильвией пустили среди одноклассников слух о том, что видели, как Паула и Стефани вступали в интимные связи за деньги. За это друг Стефани Банишевски, Кой Хаббард, избил Сильвию и с тех пор при поощрении Гертруды часто посещал их дом и практиковал на девочке приемы дзюдо. Во время одного из эпизодов нанесения побоев Банишевски приказала Дженни ударить свою старшую сестру. Та, естественно, отказалась, но Гертруда начала бить ее кулаками по лицу и продолжала это делать до тех пор, пока та не согласилась ударить Сильвию. В 1965 году, в августе, по соседству с домом Банишевски поселились Филлис и Раймонд Вермиллионы. Филлис, видя, что ее соседка заботится аж сразу о 9 детях, поначалу подумала, что та может стать отличной няней и для ее детей, и даже было хотела нанять ее для этой работы. Для того, чтобы познакомиться поближе, Вермиллионы устроили барбекю на заднем дворике, во время которого новая соседка обратила внимание на то, что Сильвия бродит по двору с большим синяком под глазом. Паула без зазрения совести сообщила о том, что это ее рук дело, после чего на глазах у всех подошла к Сильвии со стаканом горячей воды, от которого все еще шел пар, и выплеснула его прямо ей в лицо.
Некоторое время спустя, вроде как 2 месяца, эта новая соседка снова увидела Лайкинс с новым синяком под глазом и опухшими от побоев губами. Паула решила наглядно продемонстрировать, как Лайкинс получила эти побои, просто повторив их. Она взяла ремень и начала избивать им Сильвию на глазах у Филлис. Та, в свою очередь, снова никому не сказала об этом ни единого слова. В дальнейшем в этой истории был случай, когда полиция прибыла к дому Банишевски совершенно по другому делу. Тогда Гертруда сама вызвала их для того, чтобы они арестовали соседского мальчишку за проникновение в ее дом. Он пытался вернуть свои вещи, которые были у него украдены детьми Банишевски. Филлис разговаривала с полицией по поводу этого дела и даже пыталась защитить этого мальчика, но про ситуацию с Сильвией она не сказала полицейским ни единого слова. Хотелось бы узнать у вас, дорогие зрители, что вы думаете насчет таких вот соседей, которые предпочитают не совать свой нос не в свое дело и тихо отмалчиваются в стороне. Как по мне, они должны представать перед судом в качестве полноценных соучастников преступления, потому что их бездействие ничем не лучше того, что творят сами участники подобных издевательств. Однажды Сильвия сказала Банишевски о том, что ей нужен спортивный костюм для уроков физкультуры. Само собой, она получила на это отказ, и ей пришлось украсть один из школы. Банишевски расспросила Сильвию о ее новом спортивном костюме. Сначала девочка говорила о том, что она просто нашла его. В итоге Гертруда снова избила ее для того, чтобы заставить ее признаться. В качестве наказания Банишевски снова несколько раз ударила Сильвию ногой в промежность, после чего прижгла кончики каждого ее пальца зажженной сигаретой. В завершение наказания она дополнительно отхлестала девочку ремнем. После этого случая все курильщики в доме Банишевски начали тушить сигареты от тела девочки. Некоторое время спустя Сильвия снова решила собрать и сдать старые бутылки из-под газировки для того, чтобы раздобыть хоть какие-то деньги. Когда она вернулась домой, Банишевский обвинил ее в том, что она заработала их проституцией. Затем она отвела ее в гостиную и под угрозой избиения Дженни заставила Сильвию раздеться догола перед ее сыновьями и несколькими соседскими мальчишками. Когда Сильвия выполнила это требование, Банишевский вручила ей стеклянную бутылку от Кока-Колы и заставил ее засунуть, я думаю, вы сами догадаетесь куда. У меня нет желания описывать подробности это зверство. Этот эпизод был продемонстрирован в фильме «Американское преступление». Возможно, после инцидента с бутылкой от Кока-Колы, а возможно из-за того, что Сильвии просто отбили почки, у нее началось недержание мочи, в результате чего Банишевски решила, что она больше не может с ними жить в доме и заперла ее в подвале, где, само собой, не было даже туалета. Когда Гертруда увидела, что Лайкинс мочится на пол, она ввела для нее процедуры купания, которые должны были якобы очистить грязную девчонку. Купание происходило в ванной с кипятком, в которую Сильвию погружали со связанными руками и ногами. Порой эти процедуры производились по несколько раз за день. После ванны старшая дочь Банишевски Паула натирала тело Сильвии солью. Затем Гертруда подключила к этим процессам 14-летнего соседского подростка Рикки Хопса. Это был вполне обычный парень из обычной семьи среднего класса. В школе он учился на отлично и не имел абсолютно никаких проблем с законом. Однако, после знакомства с Банишевски, его личность как будто подменили, он стал слепо выполнять все указания мучительницы. Некоторые криминальные репортеры сделали по этому поводу предположение, что, возможно, Гертруда могла находиться с ним в отношениях, несвойственных нормальной взрослой женщине и нормальному подростку, и именно из-за этого он стал принимать участие в издевательствах над Сильвией. Дети Банишевски стали зарабатывать деньги на Лайкинс, устраивая для своих сверстников, скажем так, развлечения. В ассортименте оказываемых услуг была, например, возможность просто поглазеть на обнаженную изможденную девочку, либо можно было столкнуть ее с лестницы. Цена вопроса составляла всего 5 центов. Ее постоянно держали в подвале обнаженной и почти не кормили. В те редкие моменты, когда ей разрешали поесть, это могло произойти в издевательской и циничной форме. Например, Банишевски могла заставить ее есть суп пальцами. Сейчас будет еще один очень неприятный факт. Особо впечатлительных попрошу пропустить эту главу. Как вы помните, я уже говорил, что в подвале, где держали Сильвию, не было туалета. Банишевский и ее младший сын Джон иногда заставляли девочку убирать подвал и принуждали ее съесть то, что она убирала с пола. В то же время Дженни сумела связаться с их старшей сестрой Дианой. Та была уже замужем и жила своей жизнью. В письме Дженни рассказала ей о том, через какие ужасы им приходится проходить в данный момент, и попросила Диану связаться с полицией. Тем не менее, старшая сестра проигнорировала этот крик о помощи, решив, что Дженни просто выдумывает всякие небылицы из-за того, что разозлилась на Банишевски за наказание и просто хочет переехать к ней жить.
Примерно тогда же одна из соседских девочек, Джуди Дьюк, ставшая свидетельницей творящегося зверства, рассказала своей матери об увиденном. Мать девочки ответила лишь то, что, возможно, Сильвию так просто наказывают за какой-то проступок. В тот момент, когда девушку морили голодом в подвале, в дом Банишевски прибыл священник Рой Джулиан. Он посещал своих прихожан в их домах. За чашкой кофе Гертруда пожаловалась ему на свою тяжелую жизнь и на то, что ей постоянно не хватает денег на содержание семьи. Еще она заявила о том, что Сильвия стала для нее тяжелым бременем и занимается проституцией, из-за чего она якобы забеременела. Рой в это не поверил, так как лично был знаком с Сильвией и находился под положительным впечатлением от общения с ней. Он захотел лично с ней поговорить, но Банишевский посоветовала ему пообщаться с Дженни, которая к тому времени была настолько сильно запугана, что не только ничего ему не рассказала, но даже была вынуждена подтвердить слова Гертруды. Затем старшая сестра девочек Диана все-таки решила навестить их, но Банишевский даже не впустила ее в дом, сказав ей, что их отец, Лестер, запретил ей видеться с сестрами. Диана в этом усомнилась, но Гертруда пригрозила ей полицией за якобы вторжение. Затем Диана даже подкараулила возле дома свою младшую сестру Дженни и попыталась с ней поговорить, но та, дабы избежать наказания со стороны Банишевски, просто сказала ей о том, что ей запрещено с ней общаться. Обеспокоенная Диана обратилась в социальные службы. Когда в дом прибыл соцработник, Гертруда сообщила ей о том, что она выгнала Сильвию за разгульный образ жизни и занятие проституцией, и с тех пор она дома не появлялась. Затем Банишевский пригрозила Дженни тем, что если она скажет социальному работнику правду, то присоединится к своей обнаженной сестре в подвале. Дженни была вынуждена подтвердить то, что Сильвия действительно сбежала. После этого социальные службы сочли нецелесообразным дальнейшие проверки семьи Банишевски. 21 октября Сильвию вывели из подвала и привязали ее к кровати, сообщив о том, что если ночью она не обмочится, тогда ей снова разрешат спать наверху. Когда на следующее утро Банишевски проверила Сильвию и обнаружила, что условия выполнено не было, то отвела ее в гостиную, где снова заставила исполнять стриптиз для своих сыновей и их друзей. Также она опять заставила ее произвести те манипуляции с бутылкой от Кока-Колы, что и некоторое время до этого. После того, как представление Сильвии было окончено, ей разрешили одеться, но буквально через мгновение Гертруду снова накрыла вспышка ярости, и она вспомнила о том, что Сильвия в отместку распускала слухи о Пауле и Стефани. Она сказала, что заклеймит ее за то, что та оговорила ее дочерей. Девочку снова полностью раздели, связали и заткнули рот кляпом. Затем Банишевский вместе с остальной компанией, раскаленной до красна швейной иглой, выжгли на теле девочки надпись «Я проститутка, и я горжусь этим». Активное участие в этом принимал Рики Хопс, упомянутый немного ранее. После завершения вырезания этой надписи, они вместе с Паулой и Ширли Банишевски решили выжечь на груди Сильвии латинскую букву «С», возможно, как первую букву ее имени, возможно, как первую букву слова «slave», что переводится как «раб». Но в итоге Хопс вырезал только верхний изгиб, а Ширли он поручил вырезать нижний. Та, в свою очередь, сделала не то, что он хотел, и вместо «С» получилась цифра 3. Они хотели заставить Дженни принять в этом участие, но та отказалась к ним присоединиться даже под угрозами. После этого Банишевски снова вошла в комнату для того, чтобы позлорадствовать, сказав Сильвии о том, что та уже никогда не сможет ни перед кем раздеться и никогда не выйдет замуж. Затем парень Стефани отвел Сильвию обратно в подвал, где снова продолжил оттачивать на ней свои навыки дзюдоиста. Посреди ночи Дженни Лайкинс пробралась в подвал для того, чтобы проверить, в каком состоянии находится ее сестра. Сильвия сказала ей такие слова: «Я умру, я могу это сказать». После этого ей вновь позволили поспать на кровати. Затем они заставили ее написать письмо. Общий смысл этого письма был в том, что Сильвия якобы признавалась своим родителям в том, что она занималась проституцией и стала причиной того, что Банишевский потратила много денег на оплату ее лечения и получила нервный срыв. Также в этом письме ее заставили написать о том, что она якобы вступила в связь с целой группой парней, и это они тушили о ее тело сигареты, а также выжгли надписи на ее животе и груди. После того, как она закончила письмо, она услышала, что Банишевский начала разрабатывать план, согласно которому Джон-младший и Дженни отвезут Сильвию на ближайшую свалку и оставят ее там умирать. Отчаявшись, девочка побежала ко входной двери, но в том плачевном состоянии, в котором она находилась, далеко уйти она не смогла и была схвачена еще до того, как покинула дом. После этого Гертруда приготовила ей тосты, которые истощенная Сильвия не смогла проглотить. За это она снова была избита и отправлена в подвал.
Там ей были предложены крекеры, которые она посоветовала хозяйке скормить ее своей собаке. Банишевски снова несколько раз ударила Сильвию в живот и оставила ее в подвале. На следующий день, 24 октября, Банишевски снова попыталась избить Сильвию, но в этот раз почему-то не смогла. Она промахнулась при попытке ударить ее стулом. Затем она попыталась ударить ее веслом по голове, но получилось так, что весло попало по ее собственному лицу. В дело вмешался Хаббард и избил Сильвию метлой до потери сознания. Всю ту ночь и в утренние часы 25 октября Сильвия долбила пол подвала острием железной лопаты. Соседи позже сообщили о том, что собирались позвонить в полицию, но решили не вмешиваться не в свое дело. 26 октября Банишевски решила искупать Сильвию в теплой ванне. Стефани и Рики отнесли ее наверх и уложили ее в ванну прямо в одежде. Вскоре после этого они вытащили ее оттуда, поняв, что она уже не дышит. Стефани попыталась сделать ей искусственное дыхание, но к тому времени Сильвия была уже мертва. В это же время Банишевски требовала прекратить оказывать ей помощь и говорила о том, что она лишь притворяется, но вскоре она сама убедилась в том, что девочка мертва. Затем она велела своим детям отнести тело Сильвии обратно в подвал и раздеть ее до нога. После этого она сказала Хопсу пойти к ближайшему таксофону и позвонить в полицию. Когда служители закона прибыли на место, Банишевски передала им письмо, которое ранее вынудило написать Сильвию. Она утверждала, что все слова, написанные в письме, это правда, и так с ней поступили какие-то мальчики, с которыми она якобы вступила в связь, а Банишевски, наоборот, пыталась даже лечить раны девочки. Ее дети также поначалу придерживались этой же версии событий. В разгар суматохи Дженни Лайкинс прошептала одному из полицейских: «Вытащите меня отсюда, и я вам все расскажу». На основании ее показаний, а также того, что в подвале было обнаружено тело Сильвии, вся эта свора диких животных была арестована. Гертруду, Паулу, Стефани и Джона Банишевски обвинили в убийстве. Аналогичные обвинения предъявили Хопсу и Хаббарду. Другие присутствовавшие там соседские дети были арестованы за нанесение тяжких телесных повреждений человеку. Судебный процесс был довольно громким, но длился не очень долго, всего 17 дней. Здесь вдаваться в подробности не вижу никакого смысла. Остановлюсь лишь на дальнейшей судьбе участников данной истории и приговоров, которые, по моему мнению, оказались крайне несправедливыми. Хопс, Хаббард и Джон Банишевски были приговорены к срокам от 2 до 21 года тюрьмы, но отсидели менее 2 лет каждый, и 27 февраля 1968 года были выпущены досрочно. По моему личному мнению, они не отбыли и 5% того, что заслужили на самом деле. Гертруде Банишевски поначалу была назначена смертная казнь, которую позже заменили на пожизненное заключение. Ее старшая дочь Паула поначалу также получила пожизненный срок. Впоследствии они обе были освобождены досрочно. Паула в общей сложности пробыла за решеткой всего 7 лет и была освобождена в декабре 1972 года, несмотря на целых 2 попытки побега. На мой скромный взгляд, пожизненное заключение в ее случае было бы вполне справедливым наказанием. Кстати, она родила девочку, которую назвала в честь своей матери, Гертрудой. С остальных участников этого преступления все обвинения были и вовсе сняты, так как одни из них сотрудничали со следствием, а адвокаты других смогли доказать, что они действовали по указке Гертруды Банишевски. Последнюю, кстати, тоже освободили в 1985 году за примерное поведение. Она умерла от рака легких спустя 5 лет после освобождения. У меня просто не укладывается в голове, как данному существу вообще было позволено даже просто подать прошение об условно-досрочном освобождении. Рики Хопс, тот, который вырезал надписи на теле Сильвии раскаленной иглой, умер молодым от рака легких спустя 4 года после освобождения. Кой Хаббард, дзюдоист, который отрабатывал приемы на Сильвии, дожил до 56 лет. У него даже осталась семья. Кстати, после выхода фильма «Американское преступление» его уволили с работы. Это хоть и невероятно мизерная, но все же хоть какая-то вселенская справедливость. По моему мнению, к 56 годам ему можно было бы только позволить подать прошение об условно-досрочном освобождении. Мне крайне сложно понять, почему Банишевски настолько сильно ненавидела Сильвию. Лично я предполагаю, что это была банальная зависть. Зависть в том, что она сама хотела бы быть такой, как Сильвия. Хотела бы радоваться жизни, быть молодой, здоровой, счастливой, красивой, доброй и отзывчивой, несмотря на все неблагоприятные условия, в которых она живет.
Она хотела бы, как Сильвия, легко находить новых друзей и быть нужной другим людям. Наконец, хотела бы не дать тяжелым жизненным обстоятельствам сломить себя и продолжать быть жизнерадостной. Вот только Банишевски слабую и никчемную, как морально, так и физически, тяжелые обстоятельства сломили, и она превратилась просто в жалкое подобие человека, можно сказать, в его тень. Она стала выглядеть как тень, жить в тени и в грязи, и ее душу заполнила тьма. А моральное состояние подобных людей можно очень точно описать словами старой народной мудрости. Злятся они не на себя, потому что их сломили тяжелые жизненные обстоятельства. Им плохо потому, что они видят живой пример того, кто эти обстоятельства преодолевает. И именно поэтому у них может возникнуть желание утащить с собой таких сильных людей, как Сильвия, на дно. На этом видео подошло к концу. Спасибо всем вам за просмотр. Поставьте, пожалуйста, на ваше усмотрение лайк или дизлайк. Подпишитесь на этот канал и на Telegram. Напишите в комментариях видео, на какую тему вы бы хотели увидеть на канале в будущем. Берегите себя и своих близких. До новых встреч и всего вам хорошего.